Здравствуйте, мои дорогие друзья. В прошлый раз мы говорили о Польше мельком, между делом. Это неправильно. Я вот подумал и решил, что о Польше нужно говорить подробнее, потому что Польша – это пусть и не субъект исторического процесса, но очень важный объект. Польша в ситуации Второй мировой войны – это провокатор, это зачинщик. Это, если переходить на бытовой уровень, сопливый пацан, который выходит из подворотни и пристает к выпившим мужчинам с требованием дать закурить. Когда мужчины весело и с юмором посылают его по одному известному месту, из подворотни выходит несколько здоровых жлобов, которые предъявляют этим мужчинам неуважение к этому мальчишке. И сказать, что вы там, мальчишку обижаете, сопляка, а слабо с нами поговорите. Ставя их в ситуацию прогнозируемую и просчитываемую. В нашей ситуации Польша именно роль такого пацана и сыграла. Она спровоцировала Германию на Вторую мировую войну и слилась. Слилась причем так довольно подленько, но это уже дело такое. Нельзя сказать, что это польский народ затеял Вторую мировую войну. Поляки в этой ситуации действовали благородно. Потому что войск СС из народов Европы было много. Были венгерские дивизии, голландские, бельгийские, французские, норвежские. Ни одного поляка не было в войсках СС. Ни одного. Вот польское руководство – это сборище подонков и негодяев, мерзавцев, предавших свой народ и свою страну. Я говорю так, потому что я знаю, о чем говорю. Режим в Польше, новорожденной Польше, сформировавшийся в 19-20 годах, назывался санацией. Так придумал Юзеф Пилсудский. Очищение, освобождение, оздоровление. Никакого оздоровления там не было. Было полное и тотальное исполнение воли старших хозяев. Что они хотят, то поляки и сделают. Они сделали. Войско польское по состоянию на 1933 год было хорошим. Хорошей армией, полноценной. Еще раз повторюсь, в предыдущих сериях я говорил об этом. В 2020 году Польша одержала верх над РСФСР, точнее, не Советского Союза. Она победила Советскую Россию и продиктовала ей условия мира. Кроме того, что в состав Польши вошли Западная Украина и Западная Белоруссия, поляки выдвигали требования вообще несообразной ситуации. Они хотели половину Балтийского флота военного, репарации и прочее, но, к счастью, у советских руководителей хватило ума не отдавать боевые корабли и золото полякам. Тем не менее, все равно они отдали территорию, большую территорию, на которой, кстати, родилась моя бабушка с дедушкой по матери. Я немножко отвлекусь от разговоров о Польше глобальных и немножко поговорю о моем личном. Это тоже важно, потому что это хорошо описывает ситуацию в Польше межвоенной. Ни один белорус в межвоенной Польше не добился звания генерала. Ни один. Ни один белорус не был воеводой или крупным чиновником. Даже школ с русским языком обучения или белорусским к 1939 году в Беларуси не было совсем, только польский. Моя бабушка, баба Оля, как мы ее называли, когда ей пришло время идти в школу, ее отец, мой прадед, погрузив на повозку 10-фунтовый кусок сливочного масла, сотню яиц и половину свиньи, отвез это повитовому инспектору образования, чтобы маленькую Олю не гнали в польскую школу. Он готов был пойти на то, чтобы девочка осталась неграмотной, лишь бы она не стала полькой. То есть
за то, чтобы девочка осталась русской православной, а не сделалась католичкой и полькой. Он пошел на максимальную уже жертву для своей семьи. Это было важно. Мой дед, Герасим Федорович, с началом войны помогал партизанам, был их связным, участвовал в подрывах поездов. Мы жили недалеко от железной дороги Брест-Минск. Получил медаль за отвагу, за подрыв эшелона с мукой в июле 43 года. А в июле 44-го, на третий день после освобождения, он погиб. Саперы Красной Армии снимали немецкие минные поля, на которые стали подрываться дети и коровы. И саперы кликнули добровольцев из местных мужиков помочь снимать мины. Естественно, все бросились помогать, потому что мины всем мешали жить. И дед мой погиб. А на следующий день погиб мой дядя Юзик. Ему было 10 лет. К чему я это веду разговор? Мой дед пробыл советским гражданином всего 14 месяцев. Немного. Но когда началась война, для меня не было сомнений, на чью сторону стать. Извините. Это личное. Он дал жизнь. За Россию. Не за Польшу. Хотя гражданин Польши был всю оставшуюся жизнь. Поляки не считали белорусов равноценными себе. Не рядовые поляки. Рядовые поляки, они были нормальные, вменяемые люди. Нет. Польская элита. Слово «гонор» – это польское слово означает гордость. Но это не гордость, это именно гонор. Вот этот задратый нос, нагло растопыренные усы, пренебрежение во взгляде, плевок в сторону – это все гонор. Они белорусов не уважали и не считали за людей. Белорусы им ответили тем же. Все естественно и понятно. И вот эта сволочь, это вот называемая польская элита, она вогнала свой народ в дикую, страшную войну, в кошмары убийств, в смерть и разрушение. Для того, чтобы быть хорошими на Западе. То же самое, что сейчас делает польское руководство по новой. Оно лает на Россию для того, чтобы понравиться Америке. Не более того. Они думают, это все шутки. Они думают, все это игрушки. В 1939 году они тоже думали, что все это игрушки. Что вот-вот придет на помощь Англия, Франция, они разбьют Германию, и все будет хорошо. Все было очень плохо. Для них нет. Они спокойно уехали в Румынию, потом во Францию, потом в Англию. Жили припеваючи, сладко жрали, мягко спали. А в это время немцы убивали их соотечественников. Им это было наплевать. Просто наплевать. Я повторюсь опять же. План Захуд, военный план войны с Германией, польский генеральный штаб начал разрабатывать в феврале 1939 года. Еще ни о какой войне не было речи. Немцы все еще пытаются мирно, тихо и благородно договориться с поляками о возвращении Данцига. Немцы ведь ничего особого не хотели. Это на самом деле реально ничего особого. Данциг под немецкую юрисдикцию, экстерриториальная железная дорога и автострада через польский коридор. Все. Все. Господи, да если бы эти 17 километров рельсов стоили хотя бы одну человеческую жизнь, уже бы лучше их было положить. А они-то стоили миллионы человеческих жизней.
немцы не думали, что это большая проблема. Ведь когда начались переговоры с Риббентропа с Беком, с министром иностранных дел, то сначала разговор шел о том, что Польша получит в компенсацию своих потерь часть Словакии или всю Словакию. Немцы даже были готовы пойти на это. Немцы предлагали часть территории Закарпатской Украины и Спиш. Но потом поляки решили, что они не пойдут на условия немцев никаким образом. В польской прессе началась дикая истерика. Ни пяди земли врагу, ни грамма свинца там, ну, всякая ахинея. Причем Данциг не был польским, он был под юрисдикцией Лиги наций. Это немецкий город с немецким населением. Там поляков было 100 человек. Работники польской почты и те самые там, водители, экспедиторы. Все. Это был немецкий город. Обычный ганзейский немецкий город, такой же, как Кенигсберг, Любек, Росток, Гамбург, Бремен. Почему поляки решили, что он польский? С чего вдруг? И вот поляки встали в позицию. Нет, мы вам ничего не отдадим, никакой автострады, никакой железной дороги. Почему немцы просили экстерриториальную железную дорогу? Поляки за каждый поезд, проходивший по их территории, брали пошлину в валюте. У немцев очень тяжелая ситуация была с валютой. У них не было этих денег. И это удорожало доставку продуктов и изделий в Восточную Пруссию. Это пошлина. Немцы просто от нее хотели избавиться. Это нормальное здоровье, ничего страшного. Ведь существовала экстерриториальная автострада из Западной Германии в Берлин. Никого это не парило. Это было нормально и естественно. Да, это была такая дорога. СССР пошел на это. ГДР пошли на это. Ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом не было. А тут поляки рассчитывали на свое войско польское. Войско польское очень специфическая армия. Что характерно? Вот взять армию чехословацкую того же периода. Там всего 3 рыхлые, быстрые моторизованные дивизии. 3 моторизованные дивизии из 36. Все остальные пехотные. То есть чехи планировали вести обычную, стандартную сухопутную оборонительную войну. То есть войска рассаживаются по линии фронта, окапываются, расставляют артиллерийские батареи, зенитные батареи, пулеметные гнезда, опирающиеся на укрепленные районы. Все. Враг не пройдет. Так же, кстати, планировала вести войну и швейцарская армия. А в польской армии на 39 пехотных дивизий было 11 кавалерийских бригад. То есть 36,3, 39 и 11. Соотношение более чем удивительное. То есть Польша собиралась вести войну маневренную, потому что кавалерийские бригады польской армии, они были равноценны кавалерийским дивизиям Красной армии. Просто в Красной армии был еще танковый полк в каждой дивизии. В польских бригадах этого не было. А по численности кавалерии, артиллерии и пулеметов они были равноценны. То есть структура войска польского предполагала маневренную войну, которую Польша начнет первой. Именно так. По-другому никак. То есть изобилие кавалерии, 40 кавалерийских полков, 11 кавалерийских бригад. Изобилие кавалерии означало лишь одно. Польша наносит первый удар. Носит первый удар, бригады прорываются в глубину территории противника и дают там шороху. Потом подтягивается пехота, занимает территорию, все, война выиграна. Такая война предполагалась вести с Советским Союзом и с Германией. Причем с Германией до 1934 года она была вполне гипотетически успешной, потому что против 100-тысячного вермахта, Рейхсвера, который по большому счету армии-то не было, это были внутренние войска, потому что структура их пехотных кавалерийских дивизий была убога, устарела, их оружие устарело, то есть они даже уступали полякам. В области ручных пулеметов точно, и из танковых. Вот Польша носит удар, кавалерия прорывается через границу и
уходит вглубь обороны противника, нанося ему непоправимый ущерб. В 1939 году такая война была уже невозможна. Но поляки об этом не знали. Они еще жили теориями большевистской войны. В 20 году они победили большевиков именно так, создав очень сильную кавалерию и разгромив большевистскую кавалерию на поле боя. Также они должны поступить сейчас. Все разговоры о том, что в Германии много танков, ну, это разговоры в пользу бедных, потому что большинство немецких танков составляют танки Панцер-1, Панцеркампфаген-1. Это пулеметная тачанка, по большому счету, не более того, гусеничная. То есть на поле боя она уступала тяжелому оружию пехоты сразу и безоговорочно. Но у Польши было мало тяжелого оружия пехоты. То есть количество партизанской артиллерии в польской армии около 600 единиц. У поляков было около 700 танкеток. Танкетка для той войны, к которой готовилось войско польское, была идеальным оружием. Дешево, сердито, эффективно. Ползет маленький железный гробик, стреляя во все стороны из пулеметов. Все хорошо, все прекрасно. Но этот маленький пулеметный гробик не учитывал простую вещь. В пехотной дивизии вермахта было 90 единиц партизанского оружия. 90. То есть одна пехотная дивизия вермахта с легкостью необыкновенно отражала удар всего бронетанкового парка войска польского. Всего. То есть, не говоря о противотанковых пушках, обыкновенные противотанковые оружия прошивали танкетки насквозь. То есть танкетка польского войска, она перестала быть эффективной после того, как Германия приняла на вооружение партизанское оружие и партизанские пушки. А их у немцев было очень много. Очень много. Более того, они их интенсивно строили, и у них все потери восполнялись мгновенно. Вот. И, то есть, польская кавалерия в этой войне, которая началась, оказалась бессмысленной и бесполезной. А деньги, которые ушли на оснащение кавалерии, можно было бы использовать в других целях, но они были бездарно потрачены на ударные части, которые не стали ударять. Более того, я уже говорил, две армии войска польского, развернутые в марте 1939 года, были развернуты либо абсолютно бездарно, либо сугубо и исключительно провокаторской затеей. Это была провокация. Это была чистой воды провокация. Они для обороны Польши были бессмысленно развернуты в этих местах. Вокруг Познани и в коридоре. Не в коридоре, который на улице, а в коридоре, который вел к Балтийскому морю. Вот. То есть люди, которые это делали, они действовали либо по совершенно чудовищной дурости, либо по потрясающей силы подлости. По-другому никак. Военного смысла в этом развертывании войск нет совершенно никакого. В принципе нет. Это провокация. Это вынуждение немцев развертывать части для парирования гипотетического удара в сердце Германии, в Берлин. Ну, а там уж дело такое. Взаимные оскорбления, взаимные угрозы, взаимные мобилизации, повышение градуса противостояния, риторика становилась все более и более воинственной с обеих сторон. Потом начались погромы немецких фирм и организаций в Польше. Потом начались репрессии против немцев, живущих в Быдгоще и в Гляйвице. Ну, а потом немцы решили, что пора кончать. Поляки умеют провоцировать. Мы это видим сегодня великолепно. Просто слава богу, что российское руководство не относится всерьез к этим провокациям. А они стараются изо всех сил. Они из штанов выпрыгивают, чтобы спровоцировать Россию на какие-то шаги. Они грозятся, кулачками машут, войска развертывают.
риторика совершенно запредельная польской прессы. Антирусская риторика просто какая-то предвоенная. Хотя все прекрасно понимают, что не дай бог войны. Не дай бог войны. И цветущая Польша превратится в ядерные руины, источающие смерть. Не более того. А они продолжают прыгать. Они понимают, что Россия не станет этого делать. Это подло, бесчестно, но принято. И резолюция 19 сентября этого года Европарламента показывает это лучше всего. Мировой капитал, Запад, затеял и осуществил Вторую мировую войну. Спровоцировал ее с помощью Польши. И теперь с помощью Польши же, ведь Польша выдвинула эту резолюцию, он объявил, что во Второй мировой войне виноваты Германия и СССР. Удивительная, просто потрясающая подлость. Песня. Но тут, опять же, много нашей вины российской. Мы позволяли им так говорить. Мы сами так говорили. Мы сами снимали такие фильмы. Мы сами писали такие книги. Мы говорили об этом на своих собраниях. Мы клали хулу на наших руководителей. Мы их обвиняли в этом. Что вы хотите от европейцев? Они просто повторяют наши слова.